Ассаламу алейкум, здравствуйте. Я сегодня нахожусь в славном городе-герое Тула, где, на мой взгляд, производятся одни из самых лучших наушников с активным шумоподавлением в России. И со мной рядом Станислав, основатель этой компании. Добрый Станислав, приветствую. Здравствуйте, Марат. Станислав, правда ли то, что это все здесь делается, в этом здании? Да, все наши наушники производятся на базе Inpom Elitech. Происходит полный цикл сборки, установка программного обеспечения, прошивка и все остальное на территории нашего завода. То есть вы не покупаете там, не наклеиваете бирку и не продаете здесь? Нет, конечно, все циклы производства у нас, и мы сможем в этом убедиться. Но, понимаете, есть поговорка, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А мой папа говорит, лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Пойдемте посмотрим и потрогаем все это. Пойдемте. С чего начнем? Начнем с конструкторского бюро. Поехали. Ну вот мы и в конструкторском бюро, и со мной рядом Андрей, руководитель 3D-лаборатории. Андрей, с чего начинается процесс изготовления наушников? С 3D-моделирования. Мы сначала проектируем все части нашего продукта, гарнитура. Здесь, да? Да, все представлено, то, что здесь есть все части от больших до маленьких, из чего состоит сама гарнитура. Можно посмотреть, все это в разных деталях. И разобрано, да? Да, да. Можно посмотреть, как это все собирается, в каком порядке. Для производства это очень необходимо, чтобы наладить бесперебойный процесс изготовления. Здесь и от количества пластика можно понять, какое, да, количество, вес какой получится. Абсолютно вся информация. То есть как будет вообще уже живой продукт выглядеть, весить, по объему, как он будет, сколько занимать. Все здесь, это все также есть. По части пластиковых изделий мы их моделируем и сразу отправляем на 3D-печать, чтобы проверить, как вообще деталь будет выглядеть вживую, чтобы собрать прототип и испытать его на какие-то уже на работоспособность. Также конструкторский отдел занимается и моделированием корпуса гарнитуры, и разработкой электроники. То есть внутри еще также отвечает за работу гарнитура вся электротехника. Плата, прошивка, компонентная база какая-то модернизируется, подбирается более энергоэффективная, чтобы эффективный звук отрезало. Конструкторское бюро занимается, собственно, всем. Круто, круто. Этот аппарат начинает путь изготовления нашей электроники. То есть вот у нас есть пустая плата. На нее необходимо нанести паяльную пасту. Ага. Это делается с помощью вот этого вот устройства. Мы загружаем сюда пустую плату, и через трафарет она заполняет пустоты этой пастой. Ага. Получается, ее продавливает, промазывает, остается след на каждой вот этой металлизированной дорожке. Ага. Остается тоненький след вот этой пасты. Дальше она уходит по конвейерной ленте в установщик. Пойдем. Идем дальше. На этом устройстве идет уже расстановка всех компонентов. То есть у нас плата, и на эти участки, где есть паста, наносится каждый компонент нашей электроники, нашей платы. И их здесь множество, от мала до велика, но все с высокой точностью очень быстро расставляется в те точки, которые мы задали. Вся информация об этом есть на экране, все это можно контролировать. И после расстановки компонента это дальше уходит по конвейеру в печь. Печь необходима для того, чтобы паяльная паста вместе с контактами оплавилась и контакты остались на своих местах уже надежно. Здесь можно посмотреть то, что плата нагревается с обоих сторон и имеет разную температуру в разных зонах. Сначала паяльной пасте нужно плавно нагреться, потом она резко достигает высоких значений температуры, потом плавно остывает. Все это возможно благодаря вот этой печке. Она поэтому такая длинная, имеет много своих зон температурных. Круто. И после того, как плата стала уже готова со всеми компонентами, она тоже проходит свое тестирование. Круто. Получаем вот такую вот вещь, которую потом устанавливаем уже в корпуса наших гарнитур. После запекания платы поступают на производство, где их уже устанавливают в чашке гарнитур. Пожалуйста. Круто. Напаиваются провода, устанавливается оголовье, и вот мы получаем уже вот такой вот продукт. А почему два динамика? Один отвечает за шумоподавление,
а другой позволяет получать сигнал от подключенной радиостанции. То есть можно, не включая гарнитуру, без элемента питания, даже оставаться на связи при подключенной радиостанции. Круто. Так, а вот покрытие? Специальное покрытие, которое защищает от помех, то есть экранирование, грубо говоря. О. Это нанесение вот этого покрытия на чашки и использование оплетки провода специально. Ну, у меня были ранее другие наушники, которые, когда рацию рядом ставишь, они шумели. Вот эти наушники я несколько месяцев ношу уже, и я специально проверял, такого не было. И что? И дальше? Дальше у нас устанавливается амбушюра и укладывается это все в коробку. У нас на предприятии есть различное оборудование для проверки наших гарнитур. Это камера климатическая, позволяет достигнуть температуры от минус 70 до плюс 180 при влажности 10, от 10 до 98%. Мы на них тестируем гарнитуры, как будто они в разных погодных критических условиях. То есть при очень низких и очень высоких значениях испытываются, работают, все отлично. Также у нас есть вибростенд, на котором мы проверяем наши гарнитуры, что соединения у нас надежные, да, по колебания какие-то выдержат, все будет в порядке. Также у нас имеется акустическое оборудование, где считывается сигнал микрофона, динамика. Все это смотрится на компьютере по графикам, чтобы все это было в норме, чтобы никаких отклонений не было, чтобы сигнал был всегда качественный и не подвел бойца. Круто. На самом деле это очень круто, когда ваши изделия проходят все, и конечный покупатель получает идеал. Блин, класс. Гарнитуры упаковываются в коробки, уже готовые. Есть вариант картонной упаковки, есть премиум вариант. Но комплектация везде одинаковая. То есть это самые Круто. гарнитуры, это крепление на шлем, Класс. это съемный микрофон, это шнур для подключения к радиостанции, 2 мизинчиковые батарейки, ну и паспорт на изделие. То есть есть вариант вот в таком даже поставлять. Класс. Это очень красиво на самом деле. Вот так это выглядит. Вот, спасибо большое. А сейчас я пойду к Станиславу и будем дальше говорить про наушники. Хорошо. Станислав, огромное спасибо за то, что позволили провести экскурсию по вашему производству. И теперь, я-то знал, что все делается здесь, и надеюсь, теперь и люди, которые видят этот ролик, понимают, что все делается здесь. У меня вопрос один. Человек как от человека, который по жизни пользуется активными наушниками. У нас здесь гелевая амбушюра, у нас экранирование чашечек стоит, экранирование провода стоит, у нас подключение микрофона слева-справа, подключение проводов к рации слева-справа, у нас прицепить каски есть, все есть здесь. Вот, как на самом деле к этому пришли, что все разработки здесь в одних наушниках? У нас стояла задача от наших заказчиков, чтобы мы сделали профессиональные наушники, замену импортным топовым аналогам. Соответственно, что мы и реализовали в данной гарнитуре. А если не секрет, кто заказчики? Это подразделение специального назначения, которое сейчас участвует в специальной военной операции. Круто. 2 вопроса осталось. Коротко, для чего нужны активные наушники? Активные наушники призваны усиливать слабые звуки, ограничивать вредное воздействие и обеспечивают подразделению возможность эффективно взаимодействовать по каналам радиосвязи. Данные гарнитуры подходят ко всем средствам радиостанций, могут быть адаптированы под обнаружители дронов. Круто. И так далее. То есть, если в лесу ветка ломается, мы слышим в 4 раза лучше. Да, конечно. Если взрыв рядом, мы практически не получаем контузии. Да. И самое важное, что когда мы общаемся по рации, звук приходит сразу в амбушюру, и окружающие этого не слышат. А это очень нужно. Почему? Потому что рацию слышно издалека, очень далеко ее слышно. И я думаю, это спасет очень много жизней. Плюс от себя хочу сказать, большой плюс этих наушников в том, что ранее закупались, иностранного производства наушники, а штекера, микрофоны, радиостанции не подходили к ним. Как я понимаю, вы можете сделать любой вход здесь. Да, адаптируем под любые радиостанции.
по желанию заказчика. И крайний вопрос, и все. Какие еще, мы не всю продукцию показали сегодня, какие еще вообще есть идеи вообще для продвижения, пойти дальше? У нас в проектах есть гарнитуры для водолазов, авиационные гарнитуры, кнопки PTT разных назначений, тангенты и прочие проекты, которые в ближайшее время мы собираемся реализовать. Круто, круто. Дай бог, чтобы ваши все идеи воплотились в жизнь, и это еще больше помогло нашим людям, так скажем, для того, чтобы эффективно работать. Спасибо Будем большое, стараться. Станислав. Спасибо. Всем, кому ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите свои вопросы в комментариях.